Представьте, что человечество исчезло. Неважно как – климат, война, катастрофа, время. Города пустеют, небоскребы рушатся, дороги зарастают травой. Через 1000 лет от нашей цивилизации останутся лишь следы. Через миллион – почти ничего. Но жизнь не исчезнет, потому что на этой планете есть существа, которые пережили ледниковые периоды, массовые вымирания и даже падение астероидов. И сегодня мы посмотрим на тех, кто, вероятно, переживет человечество. Тихоходка. Эти микроскопические существа известны под названием тихоходки или водяные медведи. Их размер обычно составляет меньше полумиллиметра, поэтому увидеть их можно только под микроскопом. Но главное – это их невероятная выживаемость. Тихоходки способны выдерживать температуру от минус 272 градусов Цельсия до плюс 150 градусов, переносить давление в 6 раз выше давления в океанской впадине, выживать в открытом космосе, обходиться без воды десятки лет. Когда условия становятся опасными, тихоходка впадает в состояние криптобиоза. Фактически она высыхает и превращается в маленький биологический кокон. В таком состоянии ее обмен веществ почти полностью останавливается. Через годы, а иногда даже десятилетия, при появлении воды, тихоходка буквально возвращается к жизни. Ученые считают, что именно эти существа имеют самые высокие шансы пережить глобальную катастрофу. Гренландская полярная акула. В ледяных водах Арктики плавает существо, которое живет для своего вида очень долгую жизнь. Это гренландская акула, и она живет 250, а возможно и более 400 лет. Некоторые из этих акул родились еще в 17 веке, когда в Европе только начиналась эпоха просвещения. Эта акула уже плавала под льдами. Она растет медленно, живет медленно, двигается медленно. И именно эта медлительность – ее преимущество. Глубины океана стабильны, там меньше резких изменений. И если человечество исчезнет, глубины будут существовать еще миллионы лет, а вместе с ними и эти древние хищники. Тараканы. Тараканы появились на Земле примерно 300 миллионов лет назад. Это означает, что они жили еще задолго до динозавров и пережили несколько массовых вымираний. Их выживаемость объясняется сразу несколькими особенностями. Невероятная устойчивость. Тараканы способны выдерживать уровень радиации, который смертельно для большинства животных и для человека. Именно поэтому во время ядерных испытаний ученые обнаружили, что тараканы могут выживать там, где другие существа погибают. Хотя это не означает, что радиация им совсем не вредит. Их устойчивость значительно выше, чем у млекопитающих. Таракан может прожить до месяца без пищи, а без воды около недели. Кроме того, они всеядны. Их рацион может включать остатки еды, бумагу, ткань, клей, растения. Иногда они даже способны питаться материалами, которые большинство животных не переваривает. Один из самых удивительных фактов – таракан может прожить несколько дней без головы. Это происходит потому, что их нервная система распределена по всему телу. Дыхание происходит через специальное отверстие в теле, а не через голову. В итоге таракан погибает не за отсутствие головы, а потому что не может пить воду. Тараканы еще очень быстро размножаются. Самка таракана откладывает десятки яиц сразу, а новое поколение появляется довольно быстро. Это означает, что даже если уничтожить большую часть популяции, оставшиеся особи быстро восстановят ее численность. Мечехвост. Мечехвосты существуют более 450 миллионов лет. Они пережили пермское вымирание, исчезновение динозавров, смену континентов, ледниковые периоды и почти не изменились. Когда на Земле еще не было деревьев, они уже существовали. Их строение оказалось настолько удачным, что эволюции просто нечего было улучшать. Они живут в прибрежных зонах и адаптируются к разным условиям. Если цивилизация исчезнет, приливы все равно будут приходить, и мечехвосты выйдут на берег, как делали это сотни миллионов лет.
Крокодилы. Крокодилы – настоящие живые реликты. Их предки появились более 200 миллионов лет назад, еще во времена динозавров. За это время на Земле происходили массовые вымирания, изменения климата, падение астероидов, но крокодилы пережили все это. Причины их выживаемости – медленный обмен веществ, крокодил может месяцами обходиться без еды, невероятная выносливость, они могут долго находиться без кислорода и спокойно переживают экстремальные условия. Универсальность. Крокодилы могут жить в реках, болотах, соленых лагунах, даже в прибрежных морях. Если экосистема меняется, они способны адаптироваться быстрее многих других крупных животных. Если условия ухудшаются, крокодил просто ждет, не паникует, не мигрирует на тысячи километров, он выжидает. И иногда именно терпение – главное оружие эволюции. Муравьи. Муравьи существуют уже более 100 миллионов лет. Сегодня на Земле их настолько много, что биологи считают, что общая масса всех муравьев сопоставима с массой всего человечества. Их сила в социальной структуре. Муравьи живут огромными колониями, где есть рабочие, солдаты, королева, разведчики. Такая организация делает их невероятно устойчивыми. Если часть колонии погибает, остальные быстро восстанавливают популяцию. Муравьи могут жить в пустынях, в джунглях, под землей, внутри деревьев. И именно эта универсальность делает их одним из главных кандидатов на выживание в будущем мире. Крысы. Крысы – одни из самых успешных млекопитающих на планете. Сегодня они живут практически на всех континентах, кроме Антарктиды. Причина их успеха – это всеядность. Крысы могут есть практически все – зерно, мясо, мусор, растения, насекомых. Быстрое размножение. Самка крысы может приносить до 6-8 пометов в год. Высокий интеллект. Крысы умеют решать задачи, запоминать опасности, избегать ловушек. Даже если человеческая цивилизация исчезнет, крысы легко адаптируются к новой дикой среде. История Земли показывает одну простую истину. Выживают не самые умные, не самые сильные, не самые технологичные. Выживают самые приспособленные. Человечество невероятно молодо, всего лишь миг в истории планеты. А тихоходки, акулы, мечехвосты и древние рептилии существуют сотни миллионов лет. Если нас не станет, Земля не опустеет, она просто продолжит жить. Вопрос не в том, кто переживет человечество. Вопрос в другом, сможем ли мы сами стать теми, кто научится выживать так же долго. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.